Сударь, я вызываю вас на дуэль. Выбирайте оружие. Я бы задал вопрос, зачем все это? Опять такой же момент, абсолютно один в один просто. У меня такой ситуации не было. Вообще, на самом деле, меня немножко пугает тема смерти. Это же просто вечная жизнь, вечное развитие. Получается, это с 2,5 лет до 9. Вообще, жить вечно, конечно, не очень хочется, не знаю почему. И я думаю, нам и не надо этого знать. Ну, хочется верить больше в первую мою теорию. Часто нет такой возможности, но очень бы хотелось. Случалось ли у вас дежавю? У меня вообще дежавю достаточно часто бывает. Вот бывает стук, и что вот этот же разговор уже был. А вот здесь я уже тоже ходила, я была. То есть, у меня периодически вообще стукает. И я вот так, чтобы в краску что-то такое вспомнить, чтобы вот рассказать, чтобы понятно было, наверное, не получится. Но осеняет вот этим дежавю меня нередко, по несколько раз в месяц точно. Да, случалось и много-много раз. И в основном это были какие-то моменты из сна. То есть я понимаю, что мне это снилось, я понимаю, что я это видела во сне. И меня это иногда очень сильно удивляет, что мне снится то, что произойдет со мной в будущем. У меня такой ситуации не было. Только если закрываюсь в себе, но такую ситуацию не знаю даже. Не было ни разу. Да, дежавю случались. Честно, насколько помню, это была прогулка по мосту. И вот я прохожу этот мост, и вот я опять на его начале стою. Думаю, да, оперный театр. Извиняюсь за выражение. Это было ужасно, но худшее, что было, я вспомнил. Я прожил целый день в школе. А это был день, 6 уроков, это был ужас. С математикой, алгеброй, геометрией. Фу! И я вот уставший пришел домой, упал на кровать и открываю глаза. Я отучился один и тот же день дважды. И вот что это было? Не знаю, но это было ужасно. Случалось даже несколько раз, но, к сожалению, я уже не помню, что за ситуации были. Как-то забылось со временем. Но могу рассказать, как это. Дежавю — это когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, в которой тебе кажется, что ты уже был. Даже не то, что кажется. Ты как бы помнишь прям, что ты уже проходил все это, но на самом деле этого не было. Да, бывает. Не часто, но иногда бывает. Как оно происходит? Я сплю, значит, и мне снится что-то, вот какой-то такой мутный отрывок, что-то вот непонятное, возможно, где-то посреди самого сна. Вот, то есть идет конкретно сон, и вот где-то в нем, возможно, вставлен какой-то отрывочек, что-то мутный, непонятный, или просто за всю ночь тебе приснился какой-то непонятный отрывок. И потом через какое-то время происходит ситуация по вот этому мутному отрывку. И я понимаю, что это мне снилось. И вот оно, вот это вот у меня ощущение дежавю. Вот. Вряд ли это можно назвать вещими снами, потому что это отрывки, которые, по сути, никакой роли в моей жизни не играют. Вот, это там просто, где я сижу на что-то, залипаю на уроке, или я разговариваю с подружкой, она мне что-то рассказывает, то есть такое. Да, вы знаете, одно время, где-то по молодости, я бы сказала, данная фишка была у меня довольно часто. Бывает вот обычная, простейшая, банальная какая-то ситуация бытовая, и ты вдруг начинаешь ловить себя на мысли, то, что ты понимаешь, вернее, не то, что понимаешь, а то, что ты прям дословно знаешь,
что сейчас скажет и сделает человек рядом. Вы знаете, у меня такое случалось очень часто. Вот одно время, сейчас как-то нет. А вот по молодости это было у меня довольно часто. Что в какой-то ситуации ты начинаешь ловить себя на мысли, что такое ощущение, будто данную ситуацию ты уже проживал. И ты прям досконально знаешь, чуть ли не до секунды, кто что сделает, когда, как и кто что скажет. Да, бывало. Да, случалось в дежавю много раз. Рассказать не смогу, потому что не помню. Случалось. Когда я впервые пришел на экзамен 9 класса по русскому языку, у меня было такое ощущение, что это все уже было, причем было не раз, что вот я точно так же достаю ручку, я точно так же раскрываю паспорт. Причем даже этот проверяющий, человек, которого я видел впервые, вернее, тестотехник, тоже мне показалось, что когда-то я его уже видел, хотя такого никогда еще не было. Я думаю, что это дежавю. Если не оно, то что? Ой, на самом деле очень часто случалось. Бывало, я просто вот стою, допустим, на работе, случается какой-то момент, и стою, думаю, блин, а такое же уже было. То есть как бы в этот же момент абсолютно эти же слова, это же уже случалось. Также дома стояла, разговаривала с папой, и стою, думаю, блин, ну серьезно, на самом деле, опять такой же момент, абсолютно один в один просто. Очень часто было. И очень часто сны, на самом деле, сбываются. В прошлое каких лет вы хотели бы переместиться? Я бы хотела переместиться в время царства. То есть, когда ходили в таких красивых костюмах, вот были короли, королева, вот я бы хотела в то время пожить. Это прям раннее-раннее детство, где-то с 3 до 6, пока еще не началась школа. Это было самое лучшее время, когда ты просто сидишь дома, ходишь в садик, играешь у себя, никого не трогаешь, у тебя никаких проблем. Поэтому, да, самое лучшее время — это просто вот самое-самое детство, когда тебе ничего не нужно делать, ты будешь себе заботиться, и все у тебя хорошо. Ну, совсем никуда. А вот если была возможность вот так вот поскакать по эпохам, я бы в каждую эпоху заглянула. Это очень интересно. Что там от древнего какого-нибудь Рима до даже вот там каких-нибудь 60-х годов 20 века, когда меня еще не было. Мне так интересно было посмотреть. Мне интересно было бы и царскую Россию тоже заглянуть, посмотреть, средневековье, рыцари. Как это все своими глазами, это было бы так здорово. Вот в каждой эпохе что-то очень-очень интересное, интригующее, притягивающее. Была бы возможность, было бы супер. Ну, наверное, я бы хотела переместиться, когда мне было 17 лет, вот в то время. О, у меня вопрос интересный. Вероятнее всего, это эпоха Средневековья или Ренессанса. Что-то вот из этого. Потому что в Средневековье все достаточно просто и понятно. Там особо вариантов нет, что делать, и в то же время ты можешь достаточно легко подняться по социальному лифту или опустить кого-то в этом социальном лифте. А Ренессанс, это как-никак эпоха моего любимого анекдота. Сударь, я вызываю вас на дуэль, выбирайте оружие. Шпага, сударь. Конец вам, сударь. Я выбираю пистолет. Люблю появление пороха в оружейной индустрии. Это, наверное, было, когда, получается, это с 2,5 лет до 9.
Ну, знаете, мне, наверное, более было бы интересно посмотреть, наверное, вот прям совсем доисторические, землю, наверное, доисторического периода, где-то вот юрского или что-нибудь в этом роде. Мне кажется, это вот было бы интересно в плане вот именно даже до появления человечества, вот именно животный, наш изначально животный мир на планете. То есть действительно вот именно юрские динозавры, что-то в этом роде. Мне кажется, было бы очень интересно. Именно вот изначально животный мир наш посмотреть. Старый, тот доисторический. Это вот сейчас эстетика того, что где мой 2017? Где он? Вот. А каких лет? Я думаю, мне хотелось бы переместиться... Какой это год? 15-16. Где-то в год 15-16. Ну вот 17 включая. Вот что-то вот туда. Потому что там мне было около 10 лет. 10, 11, 12. Это самые такие интересные года в моей жизни. Ну, то есть, это прям такие, еще пока детские, такие беззаботные, когда ты бегаешь по двору с друзьями, кушаете зеленые сливы, играете там в прятки, в догонялки и так далее и тому подобное. Вот. И учеба не представляет такой еще нагрузки сильной. Ну, наверное, в прошлое, где жили какие-нибудь короли, там, не знаю, вот такое вот, посмотреть, какие у них были храмы красивые. Я бы хотела быть маленькой. Когда ты маленький, у тебя нет никаких забот, нет никаких проблем, тебе не нужно ни о чем думать. Вот, наверное, года детства — это самые прекрасные года. Но у меня есть два варианта. Один из вариантов – это попасть в меловой период, в самый рассвет динозавров. Мне очень хотелось бы попасть именно в то время, поскольку природа, которая была тогда, меня очень завораживает и чарует. Огромные растения, 40-метровые папоротники, огромные животные, те самые динозавры. А второй вариант – это 9-10 века нашей эры, Русь. Языческая Русь. Да, поскольку я отношу себя именно к ним, язычникам. Очень интересно понаблюдать за людьми, которые находятся в единении с природой. Вы верите в жизнь после смерти? Мне хотелось бы в это верить. Честно, я не знаю пока во что верить и, что там происходит. Вообще, на самом деле, меня немножко пугает тема смерти, потому что я не знаю, что происходит там дальше, после нее, и никто тебе об этом не расскажет. Но мне хотелось бы верить в то, что что-то там есть. Нет. Или смотря, вот тут есть хитрый момент. Как таковой жизни после смерти я не представляю. Мне кажется, что ничего там нас не ждет, ничего не будет. Но вот наш мозг, вот это интересно. Есть теория, которую я думаю, что она действительно таковая, что наш мозг последним своим импульсом будет вспоминать все, что с нами произошло до этого. Он будет прокручивать весь опыт, который с ним был ранее. И, возможно, мы уже мертвы. И просто наш мозг снова прокручивает это какой-то уже неоднократный раз, эту пленку. Мы заперты в своем бесконечном лимбе нашей жизни. Как-то мне хочется верить, что после смерти есть что-то еще.
Мне хочется в это верить. Но наверняка, наверное, мы не найдем ответа на этот вопрос. Остается только пофантазировать, поразмышлять. И да, мне хотелось бы верить, что что-то такое все-таки не заканчивается наш путь на смерть, а дальше какое-то новое интересное путешествие нас ждет впереди. Да, я верю. Мне кажется, что переселение душ все-таки существует. Я считаю, что жизнь, она, это что-то такое, что оно перевоплощается, да, то есть душа куда-то улетает. Есть же такое понятие, что когда человек умирает, его тело, оно уменьшается в весе, да, то есть теряется определенный вес. Что это значит? Кто-то может со мной поспорить, сказать, что жидкость уходит, да, там испарение идет и так далее. Но ведь есть же категория лиц людей, ученых, да, которые, да, действительно подтверждают тот факт, что это все-таки душа. У каждого из нас есть душа, она как-то летает, куда-то переходит в другой мир, да, и, возможно, мы уже жили на этой планете, просто в другом облике, той же самой собачки. Но я считаю, что жизнь, она все-таки есть, но нам не дано ее помнить, знать, и я думаю, нам и не надо этого знать. Хотелось бы верить в жизнь после смерти. Это очень красивая сказка о том, что будет дальше. Мол, сейчас это подготовка к жизни загробной, где все будет хорошо. Но хорошо будет лишь у тех, кто подготовился здесь очень успешно. Ой, на самом деле, да, верю. Не знаю почему, может быть, это глупо. Я верю, что вот как рассказывали, когда умирает один человек, в этот же день появляется новая жизнь, появляется жизнь нового человека. Я правда в это верю. Вы знаете, наверное, все-таки, я не знаю, жизнь после смерти. Может быть, возможно, не в жизнь, но мне кажется, что-то... Хотелось бы верить, что душа — это все-таки что-то вечное. Да, говорят, что там души переселяются, что душа живет несколько жизней. Наверное, все-таки, возможно, верю, что что-то после смерти, наверное, что-то остается. Наверное, да. Как будто нет. Я чувствую, мне кажется, что человек просто после смерти какое-то время побудет тут на земле, потом его забирают наверх на облачка. И иногда он может спуститься, когда у него есть дозволение спуститься вниз просто на один денечек. Иногда мне кажется, что просто пустой экран и все. Хочется верить больше в первую мою теорию. Да, в это я верю. Несмотря на то, что выходят многие ролики, я верю, что человек перерождается. Иногда даже смотрела то, что если человек умирает, он иногда приходит к своей семье в облике кошки. Там, кота, неважно, в основном черный. Поэтому в это я точно верю. Тут не знаю, может есть, может нет, не знаю. Не задумывалась вообще. Если бы вы жили вечно, чем бы вы стали заниматься? На самом деле, очень-очень сильно не хотелось бы жить вечно. Потому что жить будет скучно. Но если уж дается такая возможность, если никаких ограничений не было бы, я бы перепробовала все профессии, все виды деятельности, все развлечения. Но опять же, когда это все перепробуешь, при этом жизнь бесконечная, я думаю, потому что становится скучно жить и уже нечем заниматься. Не знаю, как другие, я бы, скорее всего, объездила бы весь мир.
Вот я бы путешествовала. Я бы объездила бы все страны, все города, то есть, мне кажется, вечность бы мне хватило бы, чтобы это все объехать, везде пожить по какому-то определенному периоду времени, и я считаю, что я бы только этим и занималась. Если бы жил вечно, я хотел бы открыть какой-то продуктивный информационный бизнес, который оставался бы актуальным на протяжении многих лет, даже, наверное, столетий, для того, чтобы помочь людям обездоленным, те, которые остались за бортом жизни. Поскольку проблема обездоленности и неблагоприятности, она была, есть и будет всегда. Но единственное, чем мы можем помочь, это нивелировать ее, то есть как можно больше стараться сводить ее на нет и помогать всем, чем мы можем. Ой, ну здесь очень сложный вопрос, если честно. Когда у тебя, наверное, бесконечная жизнь, ты понимаешь, что у тебя впереди не то, что много времени, а что оно бесконечно. Ну, наверное, сначала, возможно, бы занялась саморазвитием каким-то, я не знаю, в какой-нибудь сфере, ну, мне близки как бы точные науки. Возможно, бы занялась, учитывая современное время, больше изучением интернета и все, что связано вот с IT-технологиями, что-то такое. Возможно, бы очень много проводила времени на природе. Я вообще у нас в семье очень любят природу. Мы любим гулять, мы любим какие-то места, куда-то ездить. Мы вообще не любители, не домоседы, скажем так. Поэтому я бы, наверное, больше посвятила времени путешествиям. Вот путешествиям, наверное, я бы при возможности очень много путешествовала. Мне очень нравится ездить в разные страны. К сожалению, редко это бывает часто, и нет такой возможности, но очень бы хотелось. Поэтому, наверное, я бы попробовала попутешествовать по миру. Я бы попробовала всю еду из разных стран, потому что я очень люблю кушать, очень люблю узнавать что-то новое. Я бы объездила всю страну, весь мир, чтобы попробовать вкусную еду, разную, самую разную. Вот. Но это еще плюсом к тому, что это получается еще и путешествовать по миру, путешествовать по моей стране. Поэтому, да, путешествовать и пробовать еду. Ух. Ну, если бы я знала наверняка, что я буду жить вечно, я бы, наверное, перепробовала все, что можно интересного. Музыка, поэзия, литература, танцы, художественное какое-то мастерство, кино, предпринимательство, строительство. Это же просто вечная жизнь, вечное развитие. Я купила бы себе замок средневековый, в конце концов, можно было там плащ, я Дракула. Было бы очень-очень здорово. Но это, конечно, только если знаешь, что живешь вечно. Когда жизнь конечна, ты иногда мечешься, не понимаешь, что делать. Поэтому, вечная жизнь — это, наверное, прикольно. Учиться. Я живу вечно, у меня бесконечный практически запас времени. Причем практически рано или поздно все будет уничтожено. И если я живу вечно, то в какой-то момент моя жизнь превратится в ужасные муки, в постоянном горении солнца. Вот. Но вот пока, да, наша Земля, цивилизация жива, я бы учился, потому что большой объем знаний, он откроет слишком много путей. Сейчас мне лениво. Сейчас я хочу заниматься чем-то другим. Соответственно, если я буду бессмертен, то да, я бы очень много изучал чего-либо. Вообще,
Жить вечно, конечно, не очень хочется, не знаю почему, по крайней мере, мне. Вот. Но если бы это случилось, то, наверное, я бы помогала другим людям, неважно в чем, неважно чем могла бы, тем и помогала бы. Мне не хотелось бы на самом деле жить вечно, потому что, мне кажется, когда-нибудь я бы перепробовала уже все и жить стало бы скучно. Но, допустим, ладно, представим такой вариант развития событий, что я живу вечно, ничто и никто меня не убьет. Наверное, я бы стала что-то делать на благо общественности, потому что или идти к каким-то высотам, возможно, покорять какие-то науки, потому что сейчас я максимально туда не стремлюсь. То есть я понимаю, что моя жизнь, она скоротечна, в ней, я не знаю, сколько в ней лет мне отмерено, да, и поэтому сейчас я хочу жить вот так, как я хочу. Не для кого-то там, не для чего-то там, не для того, чтобы идти добиваться каких-то вершин. То есть я хочу просто счастливо, спокойно прожить свою жизнь. Но если бы у меня был вариант действительно жить вечно, то я бы занималась всем, чем только можно, без разбору. Я бы, наверное, попыталась отучиться на кинолога, попыталась открыть свой приют для животных, для бездомных, и занималась бы этим всем. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Фига себе, ты существуешь. Да, это на самом деле первое, что я ему скажу. Это будет удивление, это будет в какой-то мере непонимание. Я никогда не был человеком религиозным с точки зрения христианства или чего-то подобного. Верить, возможно, во что-то хотелось, я верил, но именно с точки зрения религии никогда особо причастен к этому не был. Вот, поэтому первое, что я бы сказал Богу, да, это вот удивление и вопрос, ты действительно существуешь. Ну и что бы меня ждало? Я все же думаю, что после смерти нет ничего, мы просто прекращаем существовать, или же наш мозг начинает прокручивать все те события, которые с нами произошли, которые он запомнил. Возможно, мы уже мертвы все. Наверное, бы я просила бы извинения за свои грехи, за все, что я сделала. И вроде бы все. Ой, вопрос похож очень на Дудя. Перед Богом. Для меня тема религии сейчас... У меня нету какого-то четкого мнения на эту тему. Я не могу сказать, что я вот верую в Бога или не верую, какая религия мне ближе. Это очень сложный для меня вопрос, над которым я еще думаю. Естественно, не так активно, потому что у меня есть другие житейские проблемы, над которыми тоже надо бы подумать, да? Вот. Тоже странный вопрос. В общем, мне ближе пока, если просто навскидку, наверное, язычество. Меня просто привлекает концепция славянских мифологий, славянских богов. Мне не очень нравится христианство, православие, потому что концепция, что я раб Божий. Не знаю, я никого, правда, не хочу обидеть, ничьи чувства верующих людей. Я абсолютно уважаю любую религию, но я уважаю действительно верующих людей. То есть я не испытываю ни к кому и ни к чему неприязни, но я просто ищу себя, и пока мне лично не совсем понятно христианство. Вот, то есть, возможно, я к нему приду, но пока мне это непонятно. Вот, я пока еще в поисках. Так что я вряд ли дам ответ на вопрос, что я скажу Богу, оказавшись внезапно перед ним.
Ну, наверное, я скажу ему спасибо за то, что подарили мне жизнь на этой планете, вообще, в принципе, в этой стране. Ну, и думаю, просто скажу спасибо. Да, конечно, не за идеал, но спасибо ей за что сказать все равно. Вообще я в Бога не очень верю. Ну как не верю? Скажем так, скептически отношусь ко всему этому. Вот. Но если бы это произошло, сказала бы здрасте. Я бы сказала, что я бы извинилась за все, что я делала плохое. Вот, наверное, самое такое. Извинилась бы за все свои грехи, за то, что я делала какие-то глупости. Вот. Поэтому да. Сложный вопрос, поскольку я отношусь не к христианинам, не к мусульманам. Я отношусь к славянским язычникам, поэтому у меня множество богов. Перед каждым я бы сказал разное, но если собрать в общем, то я бы задал вопрос, зачем все это? Смысл в нашей жизни и для чего мы строим дома, заводим детей, строим карьеру, делаем семью. Вот смысл в этом во всем. Даже не знаю. Вы знаете, перед Богом покаяться, как говорится, очистить душу, но, может быть, хотя людям очень сложно говорить о том, что они сделали не так в своей жизни. И это вообще всегда открывать душу, это всегда очень тяжело. Если честно, даже не знаю, что бы я ему сказала. Наверное, просто прости. За все, что было не так. Вот что-то в этом роде. Я даже не знаю. Это очень тяжелый вопрос. И, наверное, просто прости. Ну, на этот вопрос у меня ответа нет, потому что я совершенно не религиозный человек. Я в Бога не верю, сказать мне ему нечего. Я верю в процессы Вселенной, я верю в жизнь. Я верю, что мы можем влиять на свою жизнь. Но в Бога нет, я не верю. Я скажу просто спасибо за все моменты, которые есть. Я за все благодарна. И за плохие моменты в жизни, за неудачи, за взлеты, за падения, абсолютно за все. Я просто скажу спасибо.